Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов, посвященных обзору американских грузовых автомобилей в масштабе 1 к 64. В сегодняшнем видеоролике я хочу вам показать Peterbilt 352, который копирует прототип 1979 года. Эта модель продается под брендом Neo Scale Models. Она уже снята с производства, хотя при желании ее все еще можно встретить в открытой продаже. Когда автомобиль был в новинку, его продавали за 79 евро 95 центов. Довольно высокая сумма, но с учетом того, что Neo это один из немногих производителей, который предлагает подобную технику в 64-м масштабе, это вполне адекватная стоимость за такой уровень проработки. И помимо Neo, грузовики в 64-м масштабе делает также компания DCP. У меня пока что нету модели от второго бренда в коллекции, но я постараюсь их приобрести, потому что у них огромный выбор грузовых автомобилей и также различных полуприцепов. А у Neo, к сожалению, полуприцеп только одного типа, и он подходит далеко не ко всем грузовикам, которые вышли у этого бренда. И сегодня у нас 9-е по счету видео. Кто смотрел предыдущие видеоролики, тот знает, что это не основное направление в моей коллекции, и преимущественно я собираю модели в 43-м масштабе, но бывают и вот такие исключения. И помимо миниатюрных грузовичков, у меня также в коллекции есть модели в 24-м, 18-м масштабах, и там преимущественно я собираю автомобили, которые мне очень нравятся визуально, или это классические Мерседесы, потому что я большой поклонник данной марки, и Мерседесов суммарно у меня в коллекции больше всего. Сегодня для сравнения я вам приготовил еще одну модель Peterbilt 352 только в масштабе 1 к 43 от производителя XO Models. И вообще, если посмотреть на Peterbilt в 43-м масштабе, то их не так уж и много на сегодняшний день. Есть модели ручной работы от различных мастерских. Также XO активно взялся за выпуск американских грузовиков, и их модели выходят в основном в журнальной серии в Испании и во Франции. И были выпуски моделей в коробочках XO Models, но почему-то сейчас дело притормозилось, и модели, которые вышли уже в журнальных сериях, не дублируются в более дорогостоящем сегменте. И тоже это печалит, потому что не всю журнальную серию я могу приобрести в свою коллекцию по ряду причин. И основная причина — это очень высокая доставка плюс растаможка. Давайте не будем медлить, распакуем коробочку, посмотрим на замечательный грузовичок от Neo поближе и сравним его с изделием XO Models. И здесь модель поставляется в довольно большом дисплей-кейсе. И в точно такие же коробочки пакуются модели в 43-м масштабе. Например, дом на колесах Ford и также прицеп дом на колесах. На нижней стороне упаковки есть различная информация, которая касается данного бренда. Есть наклейка с артикулом модели, по которому можно найти ее в интернете. Указан прототип Peterbilt 352, цвет золотистый с желто-зеленым орнаментом. Давайте распакуем дисплей-кейс и начнем осмотр модели. Модель очень аккуратно собрана, хорошо покрашена, нету пятен клея на видимых местах. И это довольно легкий грузовик, потому что у него металлическая только рама, а кабина сделана из полимера. Очень красивый цвет, золотистый металлик. И у Neo два таких Петербильта, они друг от друга отличаются цветом. Второй грузовик темно-бордовый, он тоже есть в моей коллекции, и на него я сделаю обзор чуть позже. И также у Neo есть еще одна модификация, грузовик спереди с кенгурятником. И он тоже есть в моей коллекции, я на него в будущем сделаю отдельный видеоролик. Окрашен интерьер в два цвета. Сиденья и обшивка дверей темно-бордовые, а панель приборов здесь серого цвета, как и рулевое колесо. Очень ажурные дворники из фототравления, также отлично сделана светотехника, фары здесь из прозрачного пластика, также из пластика сделана решетка радиатора. Вполне симпатично смотрится надпись Peterbilt. Поручни на кабине, как и дверные ручки, сделаны из фототравления. Очень мелкие детали, и они могут легко потеряться, если вы будете протирать модель тряпочкой. Так что тоже будьте осторожны. Лишний раз за эту модель руками не хватайтесь. Поворотники сбоку обозначены просто краской, как и поворотники на верхней части кабины. Их можно было сделать в виде прозрачных элементов, но что есть, то есть. На крыше присутствуют клаксоны, также система кондиционирования. У этого грузовика рабочее седло.
Задние фонари здесь из прозрачного пластика. Установили регистрационные номерные знаки. Хорошие покрышки. Также довольно хорошие колесные диски. Ступицы выделили зеленым цветом, как сзади, так и спереди. Ну и можно посмотреть на другие декоративные элементы. Модель от подставки я откручивать не буду, потому что она довольно хрупкая и снизу особо не на что смотреть. Идет карданный вал, балансирная тележка и нижняя часть коробки передач и двигателя. И давайте посмотрим на модель от IXO Models в масштабе 1 к 43. Она поставляется вот в такой довольно симпатичной коробочке. И у IXO вышло уже довольно много вариантов окраски, и в таком цвете грузовик был из первой серии. А в других вариантах окраски я уже не стал приобретать модели в свою коллекцию. Здесь модель крупнее, несмотря на то, что это грузовик с короткобазной версией. Так он выглядит. Нету открывающихся элементов, металлическая кабина, металлическая рама, стеклоочистители из водотравления. Кабины похожи, но у Neo более длинный спальный отсек. У Neo был тоже короткобазный Peterbilt, он есть в моей коллекции, и на него обзор я сделаю уже чуть позже. Также присутствует площадка из водотравления, тоже рабочее седло. Вполне хорошие колесные диски, но по размеру они, на мой взгляд, крупнее, чем у грузовика от Neo. Наверное, 22 дюйма, а у Neo, скорее всего, 20 дюймов. Могу ошибаться. Или 24 и 20. Кто знает точнее, напишите в комментариях. Здесь интерьер из пластика, окрашенного в массе. Тоже вполне хорошо сделана светотехника. Единственное, вид портит черные точки, так называемые рыбьи глаза. И бампера на модели от Neo сделаны в серебристом цвете, а здесь они в хроме. Но хром не очень хорошего качества, видны потертости и различные царапинки. Можно посмотреть на две модели сзади. У модели от IXO присутствуют брызговики, у Neo они отсутствуют. И у Neo лучше сделана задняя светотехника, у IXO просто фонари нанесены красной краской. На чем-то экономят, что-то делают более детализированно. И мне не очень нравится сквозное отверстие на задней стенке кабины. Там что-то проглядывается, похожее на двигатель, но можно было как-то обыграть этот момент и сделать детализацию более похожей на настоящую. И также у IXO не очень хороший момент с креплением кабины. Торчит крепежный столбик, его можно было спрятать куда-то на внутреннюю сторону кабины. Давайте покажу еще раз модель от Neo. У Neo присутствует более длинный поручень с подножкой. У IXO только поручень, подножка отсутствует. Топливные баки одинаковые, только у Neo они покрашены серебристой краской. Вот такая симпатичная модель, которая может стать украшением вашей коллекции, если вы собираете американскую технику в 64-м масштабе. Пишите ваши комментарии, какие грузовики вы бы хотели еще увидеть на моем канале, понравился ли вам данный Peterbilt от Neo Scale Models, что вы думаете о миниатюрных траках от этого бренда. Также не забывайте поддержать видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. Увидимся в следующих видеообзорах. До новых встреч. Пока-пока.